Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю. События недели с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз – это не рассказ о личной истории каждого из нас. Это, в общем и целом, какие-то энергии. Но вы, мои дорогие скорпионы, все правильно понимаете. И я надеюсь, чем-то вам будет полезен. Скорпион на своей волне. Он знает, что его интуиция его никогда не подводит. Великолепное чувство, и дай бог каждому такое иметь. Это на самом деле так. У нас сегодня две колоды. Я взяла оракул Ленорман. Вот давайте у оракула мы узнаем, на что обратить внимание, или, может быть, на первый план, что выйдет. А потом на Таро Висконти Сфорца мы посмотрим энергии по основным сферам жизни, что думают карты. Но что будет главным, может быть, или главным событием, или какая сфера жизни будет наиболее проигрываться на неделе, что будет актуально для скорпионов. Как видит, это оракул. Ага, всадник. Причем всадник, который червям как бы соответствует, или кубки у нас идут. Поэтому, знаете, здесь всадник едет медленно. Поэтому у кого-то может быть запланирована встреча, может быть, с любимым человеком, кстати, даже если вы на расстоянии. Или может быть какое-то предложение от человека куда-либо отправиться. Это еще своего рода гонец какой-то, который спешит с письмом, да, или будем говорить общение это может означать, или буквально получение какого-то документа. Но, знаете, это мы можем ожидать какого-то предложения. И, кстати, само по себе предложение тоже проходит. Имеется в виду любовное предложение, безусловно. Это какие-то приятные новости, сердечные новости. И можно сказать, что, может быть, личная жизнь выйдет на первый план, вполне вероятно, и так тоже. Для кого-то из вас, может быть, придется отправиться, или совершить просто поездку для того, чтобы решить личные какие-то вопросы вот по взаимоотношениям. Такое ведь тоже у нас может проиграться. Часто по этой карте тот вопрос, который нас волнует, знаете, вот словно внутри где-то засел, и вот мы об этом невольно думаем. Или ожидаем уже каких-то вестей. Вот само по себе ожидание какого-то волнующего вопроса, чтобы поскорее что-то решилось. Или расставилось по местам, может быть, такое тоже. Что-то все равно ворвется в нашу жизнь и будет вносить коррективы, это точно. Есть и может быть такой момент, когда мы планируем с кем-то встретиться. Или, знаете, так вот подсознательно кто-то с нами тоже хочет встретиться. И вы это можете чувствовать как раз со своей интуицией. Или, может быть, еще какая-то, даже если деловая поездка, все же это всадник, рыцарь у нас как будто, да, есть передвижение. Может быть, поездка, которая даже по делам по каким-то, но тогда она, скорее всего, для нас закончится в плюс. Что-то мы здесь как решим. Короче говоря, мы остаемся собой довольны. А если мы переложим это на финансовую сферу, то это может быть человек, который буквально несет вам финансы, или помощь от какого-то человека. Если мы на благополучие в целом смотрим, то тогда это мы можем заниматься своим здоровьем в плане укрепления. Тут может быть спорт или то, что может быть обследование какое-то мы проходим, улучшаем внешний вид, то есть это вот какая-то сторона профилактики. Но и это еще могут быть какие-то у нас и общественные связи. Вообще вот значения идут перемещение, скорость, но не быстро, и информация. Вот где-то в течение недели ждите новостей, мои дорогие. Давайте у Таро Висконти Сфорца мы узнаем, что Таро думает для скорпионов и скорпионш. Но по этой карте, по карте всадника, именно оракульной, приятные какие-то все же эмоции. Вот чаще оно так проигрывается. Это когда хорошее настроение, когда мы довольны, что-то нас радует, как минимум одно что-то. Что важно знать? Давайте будем у Таро спрашивать, чего не избежать или неожиданности. Вот узнаем. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать?
И 3 карты. Основные сферы жизни, дела, работа, бизнес, энергии смотрим. Как видят карты Таро финансы? Конечно, личная жизнь. Итак, что важно знать? Но это вы сами в своих энергиях, в своих планах. То, что мы себе где-то, как и предчувствуем, кстати, правда, может проиграться. Или в ожидании находимся какого-то известия. Вообще все идет где-то своим чередом. Не могу сказать вот с этими 2 картами, что как-то есть какая-то синкопа или неожиданность. Мы сейчас откроем. Мы, конечно, и сами можем столкнуться где-то с человеком вот таким вот. Королева кубков раньше у нас изображалась как королева-русалка. Ну, русалка великий манипулятор. То есть мы где-то и сами манипуляторы хорошие. Ну, кто знает, может быть, мы еще с таким человеком столкнемся. Хотя все-таки это карты двора. И часто говорят о наших близких. Это буквально супруги. И неважно, кто меня сейчас смотрит, девушки или мужчины, мы по полу карты не рассматриваем. Это просто энергии вот именно ваши. Может быть, ваш близкий человек. Может быть, это вы хотите сделать какое-то предложение. Или кто-то к вам тоже спешит. Или есть какое-то у вас дело, мои дорогие скорпионы, которым вам приятно заниматься. Может быть, типа даже отдыха. Тут ведь я уже сказала, все идет как-то своим чередом. Ну ладно, давайте мы посмотрим, каковы неожиданности. Я не могу сказать, что это неожиданности по 5 мечей. Это воин в душе, но все-таки у нас выпадает это в этой позиции неожиданности. И знаете, это какой-то был конфликт. Вполне вероятно, вы столкнетесь с тем человеком, с которым прежде вы либо не договорились, либо произошла ссора, либо диаметрально как-то разошлись взгляды, и, ну, может быть, и пауза была у кого-то в отношениях, а здесь как раз вы можете примириться, наладить как и взаимопонимание, так и какие-то вопросы проговорить словно. Но, знаете, неожиданности, я не могу сказать, опять же, что это какая-то неожиданность, разве что вас с конкретным человеком какое-то время разделяло пространство, может быть, или время, то есть вы не виделись, не общались буквально, а тут сам человек будет инициатором того, чтобы с вами возобновить общение, может быть и так. Или даже если, допустим, по работе это у нас, да, или по каким-то бизнес-проектам, ну, еще каким-то проектам, неважно, тут конкретно может прийти какое-то известие от человека или просто давай встретимся. Или, кто знает, может быть, к вам еще и за помощью какой-то обратятся. Но, знаете, по карте всадник все-таки я не вижу какого-то злого умысла там или чего-то такого со значением негатива. Нет, может быть, и человек вполне вероятно осознал какие-то или понял, вас не хватает, или что он был неправ и как-то будет инициировать примирение. Но, безусловно, с тем персонажем, который у вас как будто появляется на пороге, или, может быть, уже появился, кто знает, возобновились отношения, будут как раз складываться эти самые отношения на основе взаимопонимания. Ладно, ничего конкретного не говорят карты. Чему сейчас не время, а вы знаете, надеяться на удачу, надеяться на то, что, я бы сказала, какая-то история прежняя может иметь продолжение. У кого-то так проиграется, правда. Все-таки вот эта карта у нас в колоде Таро Висконти Сфорца, карта успеха, удачи. И мы вот как будто не должны на это рассчитывать, что, может быть, человек и появился, но вместо любви он хочет нам предложить дружбу, к примеру. Или действительно вот есть какой-то интерес именно к вам по какой-то другой причине. Есть искреннее отношение хорошее к вам, это точно. То есть вас воспринимают как человека, может быть, знающего, умеющего правильно увидеть ситуацию, смотря чего касается дела. Но сказать, что, к примеру, если это были прежние какие-то отношения, человека может вынудить какая-то ситуация, буквально к вам обратиться, потому что он может понимать, что вы реально можете как советом, так и делом помочь, мои дорогие
дорогие скорпионы. Но сказать, что какое-то сногсшибательное продолжение с какой-то любовной страстью я не могу. То есть на что-то нам карта говорит особо не рассчитывать. По идее так. Или что будет какое-то продолжение вот такое. Хотя по этой карте все возможно, но говорят нам не время. Надо сказать, что и не время еще вот чему. Когда мы закрываем в прошлое дверь, как ни странно. По карте колесница нам предлагают оставить прошлое в прошлом, то есть наоборот, как бы отпускать от себя что-то и встречать все новое, что приходит на наш порог. Основное значение после удачи, успеха. Но здесь нам говорят, вот этому не время. Поэтому, с одной стороны, даже если человек из прошлого появился, значит, не время его и отталкивать, понимаете? Даже если мы предполагаем, что мы ему зачем-то нужны. Но как будто не оттолкнешь сейчас. Может быть, такая ситуация или вопрос, или вас что-то вместе связывает. Но и сказать, что мы какие-то грандиозные планы строим наперед-то вот тоже как будто нет. Давайте посмотрим. А что нам помогает? А вот правда, холодный расчет, здравомыслие. Еще один всадник, но не всадник, это в виде рыцаря в картах Таро. Хладнокровие, рационализм. И знаете, нам помогает, когда мы видим что-то по факту. Какую-то конкретику мы видим. Или, кстати, ищем информацию, истину словно, и мы ее находим. Рациональный взгляд вообще на вещи, на дела, на какие-то перспективы, на отношения, вообще на все то, что к нам приходит как и на порог, так и в информационное пространство. Не должно быть никаких эмоций, ни со знаком плюс, как, знаете, там не вдохновение какое-то чересчур, хотя оно как раз и будет, между прочим. Но, видимо, далеко идущих планов, мои дорогие скорпионы. Не стройте, само время что-то расставит по местам. У вас выпадает старший аркан. Если говорят не время, значит, как не время, кстати, и каким-то эмоциям негативным. Нет. Вот, видимо, отдаться на волю чувств, как вот будут разворачиваться события, позволить им идти своим чередом. Но, видимо, есть те вопросы, когда мы все же должны быть, ну, буквально, либо математически что-то подсчитать, либо увидеть как-то рациональная ситуация. По крайней мере, это нам идет в значении то, что нам помогает. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. Карта харизматичного лидера, и это может быть буквально человек, тот, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет асцендент, а может быть по Луне. Сейчас же у нас как раз Венера находится в знаке зодиака Лев. Она туда вошла, как бы, да, вот такой транзит с 4 июня и пробудет там до 9 октября, то есть долгий транзит. Но, и все бы ничего, прекрасный транзит, который для вас, кстати, проигрывается со знаком плюс, да, наверное, для всех. На оси финансы и отношения вот как раз вот эти два вопроса, две сферы будут наиболее актуальны аж туда к октябрю. Но омрачается Лилит или черной луной, она у нас присоединяется. И вот как раз в конце июня она у нас вступила в соединение, как бы в сближение с Венерой. И это может проигрываться не одна дата, это дни раньше и дни позже. И насколько раньше, позже нам, понятно, не говорят. А в конце июля будет еще более интересный транзит, сближение точнее. Вот эта самая Лилит или черная луна, она будет сближаться с Солнцем. Там как раз Солнце войдет в знак Льва 19 июля. А знаете, ведь это какие-то ощущения наши могут начаться за неделю раньше и продолжиться потом. То есть вот такой турбулентный период, ведь что такое Лилит? Даже не планета, а как раз это оборотная сторона Луны и дальняя точка самая, да, которая каким-то образом влияет как минимум на наше настроение, мировосприятие, вот на нашу интуицию, когда как кармические уроки, вот что-то из прошлого, вот как люди из прошлого возвращаются. Кому интересно, можете перейти в вкладку сообщества на канале. Я оставила там переход, ссылку на свой сайт, и там статья. Ну и видео есть для всех знаков зодиака, как раз вот Лилит в соединении с Венерой, можете посмотреть.
Так вот, какие-то люди из прошлого к нам могут вернуться или принести нам какие-то вопросы, нерешенные из прошлого. Эта карта харизматичного лидера, может быть, есть у вас такой знакомый конкретно, а если даже и нет, кто знает, у человека это может быть Луна даже вот в этом знаке, и как-то вот вас это связывает вместе. Есть какие-то общие темы, задачи, вопросы, или карта вам говорит, сохраняйте свои планы, будьте сами харизматичным лидером. Ну, то есть где-то мы рассчитываем сами на себя, но не торопимся действовать. Вот этот элемент проигрывается. Но вообще у нас, знаете, перед тем, как что-то осуществить или предпринять, мы должны собрать как будто информацию, потом ее проанализировать и только потом переходить вот к этим самым действиям. Все-таки у нас показан этот лидер, он сидит на троне, он никуда не спешит. Он как раз начинается с того, что мы должны быть честны сами с собой. Это где-то вот как раз логика, рационализм, то, что нам помогает. И пусть разные энергии, но значит тут есть желание все-таки. Жезлы – это огонь. Вот то наше эго, что мы хотим осуществить. Вот где-то знак Лев и вот Венера, где-то на оси финансы и отношения будут ваши и дела, скорее всего. Давайте, что у нас по деньгам вообще? Мы складываем оружие, деньги мы не тратим. Ну, по этой карте, видимо, каких-то крупных приобретений я бы не сказала, что да. Вообще нас карта так немножко отправляет к отдыху или привести мысли в порядок буквально. Наверное, если мы по поводу приобретений, точно не на этой неделе. Ну и карта-то нам не говорит ведь, что денег нет. Нет, тут как раз нам четверка, это всегда какая-то есть стабильность. Поэтому изменений каких-то кардинальных в финансовой сфере ну, не предусматривается. Видимо, то, что было где-то так, оно и останется. Но взаимодействие с людьми или как минимум с одним человеком у вас точно будет. Может быть, какие-то подарки или какие-то приятности, но я не вижу, что Скорпион тратит много денег, по крайней мере, карта это точно не советует. Личная жизнь. Император. А кто-то из вас может задумать поменять статус, и причем это может касаться, если по отношениям, да, вполне вероятно. И что бы нам тут ни говорили, может быть, эта карта говорит, не на этой неделе мы такие серьезные решения принимаем, но все-таки император выпадает, и тут двояко статус. Либо этот статус через финансы и наши какие-то амбиции, я имею в виду, либо работа, повышение в должности, да, когда мы себе планы строим, или уже буквально можем получать, или расширение нашего бизнеса, и опять же, финансовые какие-то поступления дополнительные, тоже мы можем вот через как бы эту сферу свой статус повышать, улучшать, а у кого-то этот статус будет проигрываться через личную жизнь. То есть каких-то перемен Скорпион определенно хочет. Но если мы говорим с картой всадник, то, скорее всего, перемен хочется в личной жизни. Хотя император ведь он достаточно хладнокровен. Он где-то вот в этих вот энергиях между, но только все намного сильнее и серьезнее, потому что это старший аркан. И для нас всех говорят о том, что мы надеемся сами на себя. Мы имеем какую-то или должны иметь какую-то цель, и мы ее не меняем. А предусматривается, что вокруг нас как раз будут какие-то перемены. Или, может быть, обстоятельства меняются, и мы должны к ним подстроиться, буквально скорректировав свои планы. Какая-то есть реальность, и карта нам говорит, сохраняй все то, что ты имеешь. Это как и статус, то, что вы уже достигли, какое-то финансовое благополучие, уже какой-то успех. Если вы все зависит от вашего статуса в личной жизни. Если вы уже в паре, семейные отношения, то их тоже нужно сохранять. Ну, наверное, если есть какая-то дружба, то все равно сохранять. Вот здесь вообще все на сохранении. Вот, наверное, эта неделя как раз как в той поговорке на переправе коней не меняют. Вот здесь не про перемены конкретные, и колесница-то у нас вот чему не время выпадает. Поэтому, видимо, какими-то перетурбациями мы на этой неделе не занимаемся или нововведениями. Планировать, пожалуйста, просчитать что-то великолепно, что-то разузнать вообще идеально. Работа с информацией на этой неделе пройдет лучше всего. Ну, наверное, и те приятности, которые к нам приходят на порог, или подарки, или что-то такое. Просто принимаем,
радуемся, но пока каких-то грандиозных планов не строим. Сама по себе неделя достаточно статусно приятная. То есть, ну, нет синкопы, ну и чего-то такого глобально важного просто, наверное, не планируйте. Наблюдайте, как развиваются вокруг вас события, как ведут себя люди, что они говорят. Ну и, конечно, ваша интуиция вам укажет правильный путь. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.